Привет, Ваня. За свою карьеру ты повидал много турниров разного уровня организации. Какой чемпионат тебе понравился больше всего и почему? Привет. Я хотел бы ответить, скажем так, двумя частями. Вначале рассказать немного о турнире, который больше понравился, когда я играл и когда был игроком в CS 1.6. И это был турнир World Cyber Games в Китае. Он очень впечатлил. Это, в принципе, был 2009 год, и турнир проходил в Чэнду. Победили тогда, кстати, ребята, можно сказать, нынешний Virtus.pro, только там другой состав был. В общем, был ТАЗ, Нео. Но фишка в том, что турнир был очень крутой. И потому как это был такой первый серьезный выезд, нет, наверное, не первый, но это был первый выезд в Азию на турнир. И тем более World Cyber Games он был такой, как киберспортивная олимпиада, много было команд со всего мира, которые проходили квалификации, лучшие команды со всего мира прошли дальше. И брала определенная гордость, когда понимал, что ты представляешь Украину и прошел такой трудный путь, победив все команды в Украине. И плюс это турнир был интересен тем, что много было, первый раз я встретился с тем, что много было фанатов, которые подходили просто потому, что ты игрок, брали у тебя автографы и желали удачи. В CSGO первый мейджор, на который я побывал, конечно, очень впечатлил. Это был Кёльн вместе с Flipside. Мне тогда было очень жаль, что мы не прошли в плей-офф. Нам всего не хватило одного раунда. При счете 15-12 мы не смогли взять раунд против бразильцев, которые тогда назывались, по-моему, Luminosity Gaming. И в итоге не прошли в полуфинал. И при этом сцена и вообще вся атмосфера турнира была очень крутой. И хотелось побывать, поиграть на сцене такого турнира. Он впечатлил мейджор, но оставил такие ощущения неоднозначные. Еще немного хотелось бы сказать по поводу Атланты последней. Просто именно в том ключе, что и Лига очень крутые ребята, и то, как они сделали турнир, то, как они относились к игрокам, это просто супер. И, наверное, такой ответ получился длинным, но много чего вспомнить, как оказалось. Hellraisers ранее славились своим Инферно. Делаете ли вы ставку на эту карту сейчас? Да, Инферно, в принципе, всегда была классной картой. Хорошая была картой для шеров. Кирилл очень неплохо ее чувствовал как ингейм-лидер. Он понимал, когда нужно отдать какие-то зоны, когда занять. И мы наигрываем эту карту, пока официалок не было, но мы ее готовим. Мы, в принципе, ставим акцент на то, что мы собираемся играть все 7 карт, и когда убрали Dust 2, я был рад, что будет Инферно, потому как Dust он был скучноват, и, откровенно говоря, даже мне было немного, не было энтузиазма строить игру и создавать что-то новое в плане тактик на Dust, потому как он был такой очень простой. Инферно намного интереснее, тем более новая Инферно, в принципе, классная карта, она такая стала более в чем-то дисбалансная, но мне кажется, со временем баланс будет, и очень интересные будут матчи на ней, мы постепенно готовим ее, да. Каким ты видишь киберспорт через 5 лет? Ведь многие считают, что через какое-то время его вовсе не будет. Я думаю, что невозможен такой вариант, когда киберспорт возьмет и перестанет существовать, потому как очень много людей уже интересуется. Очень много компаний вложило массу денег и пытается развивать киберспорт. Я уверен, что он будет только расти, количество людей, которые следят за киберспортом, будет увеличиваться, турниры будут интересней. Меняться могут разве что игры, но всегда будет какая-нибудь игра командная типа КС, всегда будет что-то типа Доты, потому как людям интересно соперничество, интересна не только сама игра, которая может пройтись и закончиться, а интересно именно соперничество. Плюс все матчи по киберспорту на топ-уровне дают массу эмоций, массу классных моментов, и это просто крутое шоу и зрелище. Поэтому все будет только расти и становиться круче, это 100%. А будет ли у команд в будущем еще больше запасных игроков, как в настоящем спорте? Я думал об этом. В принципе, такой момент интересный, и он очень непростой, потому как для того, чтобы готовиться и тренироваться с запасным игроком, нужно, чтобы он постоянно был вовлечен в процесс. Это очень непросто. Плюс игроки во время тренировок и подготовки обрабатывают здоровенное количество информации, потому как много деталей есть игровых, которые влияют. Получилось сделать самый простой выход на какой-нибудь бэпленд на Инферно, например, или не получилось.
И все зависит от деталей. Когда новый человек, новый человек, который не знает этих деталей, будет играть с командой, то все может испортиться. И поэтому постоянно игрок, который заменяет, он постоянно должен следить за тренировочным процессом, но еще и чувствовать его. Это очень трудно. Я пока еще, я думал об этом много, но пока еще не придумал, как можно это в CS правильно и хорошо реализовать. В Доте, может быть, там чуть-чуть своя история, и может быть чуть проще. Там многое в понимании роли. Но в CS пока что это очень проблематично, хотя было бы классно, потому как замена — это классная мотивация для игроков основного состава пахать, что есть сил, чтобы оставаться в основном, собственно, в основе. Я знаю, что ты делал перерыв в своей КС-карьере. Чем ты занимался в это время? Да, перерыв был определенный. В 2010 году я уже заканчивал игровую карьеру, потому как все-таки в то время не было такого киберспорта, была просто игра, как мое хобби, и мне нравилось этим заниматься, плюс это приносило определенные знания, определенный опыт, да и деньги определенные приносило. В принципе, я и попутешествовать успел как игрок неплохо. И понимал, что нужно заниматься чем-то более серьезным. Уже в последний год я постепенно начинал организовывать свой небольшой бизнес. И вот с 2010 по 2015 год, собственно, строил его, им занимался, все очень неплохо получилось, и он приносит стабильно действует, приносит определенный доход. Просто в какой-то момент я понял, что мне стало не совсем интересно и захотел заняться чем-то другим. И я думал или открыть второй, но так получилось, что я начал больше следить за КСом, смотреть за матчами. Мы встретились с Егором Маркеловым. Я тогда был в Кракове, в то время был 2015 год, и мажор был в Катовице в марте. И они закончили свое выступление, мы с ним пересеклись, он мне порассказывал о том, что такое сейчас киберспорт, я узнал, что есть тренера, и потом, спустя где-то месяц, я предложил ему, давай попробуем, и оказался во Flipside. И в итоге я понял, что я не хочу заниматься вторым бизнесом, открытием, потому как в Украине это очень непросто на самом деле. И мне интересно было бы использовать свои качества, которые я приобрел за время, за которое я занимался бизнесом, и, конечно же, опыт, собственно, много лет, наверное, больше 6 лет, который приобретен во время игровой карьеры КС. В итоге получилось так, что я опять в киберспорте, я очень, очень доволен, мне, в принципе, я рад, что я сейчас нахожусь здесь. Бизнес, он есть в стороне, я им не занимаюсь, есть небольшая доля, но это не то, что мне интересно. Киберспорт — это круто. Спасибо тебе за интервью, и напоследок скажи пару слов своим фанатам и фанатам команды Hellraisers. Да, во-первых, спасибо большое всем, кто следит за командой. Я несколько раз говорил до этого и скажу еще раз, что у нас команда очень молодая, и многие смотрят на Hellraisers как на команду, которая уже такая с именем определенным, но нашему составу меньше, чем полгода, по-моему. Да, даже меньше, чем полгода. И многие игроки, они очень молодые, неопытные, и мы только начинаем свой путь. И я уверен, что... я вижу, что мы работаем реально очень много, и я уверен, что путь у нас будет очень классным. И спасибо тем, кто поддерживает нас, следит за нами. Это только начало. Я вам обещаю, будет все очень круто. Спасибо.